Школа начинающего туриста. Один ролик, один навык. Разводим костер в дождь. Подготовка к разведению костра в сложных погодных условиях должна, на наш взгляд, начинаться дома. Мало того, нужно быть готовым разводить костер в сложных условиях в каждом походе. Сегодня мы рассмотрим варианты разведения костра в дождь. Подготовка эта заключается прежде всего в сборе долгогорящей растопки. Это либо сухой спирт в таблетках, либо фрагмент свечки, либо кусок оргстекла, либо еще какой-то вариант растопки, обеспечивающий горение на протяжении 5-7 минут, за которые смогут высохнуть дрова. Далее, уже в самом походе, стоит правильно выбрать место для костра. Если есть возможность, стоит разводить костер под естественными навесами, скалами, кронами деревьев, но вдали от ствола и корней. Можно, с определенными оговорками, соорудить и собственный навес из тента или плаща. Но учтите, что он должен быть достаточно высоко, не мешать разведению и горению, да и нужен-то, по большому счету, всего лишь в первые минуты горения. Если ничего подобного нет, можете прикрыть кострище своим телом. Опять же, это нужно лишь на недолгое время первого горения. Второй важный этап разведения костра в сложных условиях – это сбор топлива. Лучшим выбором будут сухие нижние ветви хвойных деревьев. Если таких нет, стоит проверить состояние древесины на изломах. Сухая ли? Хвойные смолистые породы горят достаточно хорошо, даже будучи сырыми. Очень важный момент. Приготовьтесь к тому, что разжигать костер придется дольше обычного. Будьте готовы, что на это потребуется больше времени и сил, как и для поддержания такого костра. Соберите приличный запас дров на час или два горения. Соберите и крупный хворост, и мелкие ветки. Кстати, вы можете начать сбор дров уже на подходе к биваку. Вдруг на маршруте встретится относительно сухой хворост. Его можно подобрать, если до места ночевки осталось недалеко. Лучше обращать внимание на те деревья, которые стоят или не до конца легли на землю. Они, как правило, менее сырые, чем те, что уже давно и плотно лежат на земле. Накройте хворост плащом или пончо, но не плотно, оставив возможность проветривания по бокам. Он сразу начнет подсыхать на ветру. По возможности запаситесь берестой. Ее можно использовать и как основную растопку, и как дополнительную к свечке или сухому спирту. Берите бересту с мертвых деревьев. Переходим к складыванию костра. Если количество топлива позволяет, то сначала складываем нижний подстилающий слой. Он нужен для того, чтобы не греть просто так сырую землю. Затем складываем шалаш. В центр кладем растопку. С боков обкладываем разными веточками по принципу шалаша. Такая конструкция будет защищать от ветра и будет служить тепловым экраном. При складывании топлива используем самые сухие дрова, какие у нас есть. А затем поджигаем. Лучше всего поджигать сразу с нескольких сторон и не жалеть растопку. Прежде чем хворост загорится, он должен высохнуть от нашей растопки. Не торопитесь раздувать костер, дайте разгореться. Если вы используете свечку, ее лучше положить выше, над порцией хвороста. Она растает, потечет вниз и будет гореть на ветках, просушивая и поджигая их. Таблетку сухого спирта и оргстекло лучше располагать снизу веток, чтобы ветки просушивались восходящим пламенем. Как только у вас получился устойчивый костер, выложите вокруг него крупный хворост. Пусть просушивается. Его нужно подкидывать и вовремя заменять тем, что еще не просох. Организуйте своеобразный конвейер по просушке дров. Поддержание огня в дождь требует внимания. Не стоит надолго оставлять огонь без подпитки и просушки хвороста. Затушите костер перед тем, как ляжете спать или отправитесь на маршрут. Типичные ошибки. Не разводим костер в лужах и на глубоком снегу. В воде у вас ничего гореть не будет. Не разводим костер в местах, где его может затопить, например, в какой-нибудь низине, яме или пересохшем русле ручейка. Не разводим костер туалетной бумагой, она отсыревает и не дает долгого горения. К тому же, в случае прихода медведя в лагерь, вы будете испытывать острую необходимость в этом важном элементе экипировки.
Иногда стоит отказаться от разведения костра. В сильный дождь без укрытия вы потратите больше сил на поддержание огня, чем сохраните, отказавшись от разведения. На такой случай лучше иметь резервный вариант – газовую горелку или беспламенный нагреватель пищи.